Всем привет! Наконец-то дошла очередь до ветряка моего. Вот он за моей спиной. Будем сейчас вылазить на него, посмотрим, что там делается. Он у меня не работал. Уже, наверное, полгода точно, а может и больше. И будем его думать, как бы его довести до толку. Ну, есть у меня там идейки такие. Вот, чтобы уже раз сделать и навсегда, и не возвращаться к этой альтернативе вообще. Вообще это, ветряк это самая, я вам скажу, геморройная моя альтернатива. Самая геморройная из всех, что у меня есть. Кто, кстати, не знает, первый раз, может, зашел на канал, то у меня с этой альтернативы моей, это тепловой насос, солнечный коллектор, солнечные панели и ветряк. Вот это ветряк, это самое такое, что никак я его не доведу до толку. Самодельный ветрогенератор у меня. Может быть, если бы он был бы заводской, то да, там проблем не было бы. Там поставил и все, и оно работает. Но самодельный ветряк это просто капец, я вам скажу. Так что подумайте 100 раз, ставить ли этот ветряк вообще и нужен ли вам. Ладненько, полезем мы сейчас на ветряк, посмотрим, что там делается и как бы его довести до толку. Ну и там я уже расскажу, что мне не нравится и что я хочу переделать. Так, вот я наверху вылез. Так вот у меня оно все выглядит отсюда. Крылышко. Одно, второе, третье. Что я хочу вообще сделать здесь? И что мне не нравится? Что я, собственно, затеял это все. Хочу избавиться я от редуктора. Вот он. Ну или мультипликатора, сейчас правильнее сказать. Вот эта вот часть ветряка мне совершенно не нравится. Совершенно. Это ненадежно. Тем более, что тут у меня еще и цепная передача идет. Ну, это с УАЗа задний мост, полмоста. Тут выходит полуось, потом через такой флянец, цепь. Потом на этот редуктор. Я не знаю, что это за редуктор. Это от какой-то сельхозтехники. Редуктор 1:3, кажется, или что-то там. Или чуть больше. Вот, ну и уже переход на генератор. Генератор сделанный из, вот, можете почитать, асинхронный двигатель на 7,5 киловатт. Вот. С асинхронника. Тяжеленький такой, я вам скажу. Килограмм 90, по-моему. Когда он с флянцем у меня был еще, подключался, у меня тут раньше был, скручивался этот генератор с редуктором 3МП, планетарным редуктором, типа мотор-редуктор был. Вот, там была передача 1:7. Вот, то если с флянцем, то он 100 килограмм такой вот мотор. Ну, передняя крышка флянец. Не такая обычная, флянцевая, она тяжелая. Больше и тяжелее, такая массивная, толстая. Да, то 100 килограмм был. Вот такой вот. Вот, с редуктором, да, было где-то 150. Мотор-редуктор такой. Я ее по частям даже сюда вытаскивал. Вот я хочу от него избавиться, от этого редуктора. Вообще не советую вам делать, если уже надумаете, ветряк с какими-то передачами. Ремень это вообще фу, я бы сказал, даже ремень. Это еще хуже, чем цепок. У него и КПД ниже, он греется, на морозе он дубовый. Вот, его просто даже, чтобы раскрутить этот ветряк на цепку маленький, ой, на ремне. Это уже там надо куча усилий, то еще и на замерзшем ремне. Вот. Цепь тоже не годится. Короче, надо делать только прямую передачу. В принципе, вот это вот последняя моя модернизация, что я уменьшил еще крылья немного. Они у меня были вообще по
первый вариант по метров, по сколько? По 4 метра у меня крылья были, да? 8-метровый был у меня ветряк. То тогда вообще там было такие очень длинные. Ну, я вам скажу, между прочим, он этот мотор-редуктор на ура крутил. Вот. Даже стартовый момент был довольно-таки классный. Вот. Такие крылья по 4 метра, я вам скажу, крутят все. Я даже рукой не мог прокрутить завал этого скрученного мотор-редуктора. Там такой вал был толстелезный. Ну, у меня там есть фотки где-то на канале, когда у меня он был с М3МП, вот этим вот редуктором скрученным. А ветряк ветер раскручивал, да. Но потом я ее решил переделать, потому что она мне не понравилась. Ну, короче, переделывал я ее не раз. У меня там есть куча видео про мои переделки в плейлисте про ветряк. Я, наверное, оставлю ссылочку на плейлист под видео. Вот. И последняя моя переделка, да, вот хотел я избавиться укорачиванием крыльев. Думал, добьюсь такой быстроходности, что бы убрать вот этот вот редуктор, чтобы он мне стал не нужен вообще, и напрямую соединить генератор с вот этой вот полуосью. Но оказалось, что мало оборотов все-таки. Обороты добавились, но их все равно оказалось мало. Вот. И там напряжение вообще никакое. Плюс у меня еще проблемка есть с самим генератором. Вот. Кто смотрит мои видео про ветряк, то знает, у меня там случилось в нем межфазное замыкание. Вот. Ну, как-то не знаю, не было, потом раз выхожу утром, а он не крутится. Ну как, крутится, но очень так медленно. Вот. Я так и понял, что что-то там замкнуло. Вот. Ну, где-то пришлось снимать его. Вот, рассоединил я внутри, нашел в обмотке эти вот 3 звезда, тут было соединение, 3 провода снаружи, 3 внутри соединены в звезду. Нашел я это соединение, рассоединил, вывел еще 3, то есть каждую фазу отдельно. Ну и все, так вот он стал опять работать. Вот, но это, конечно, не очень. Думаю, ну, с генератором я уже ничего не сделаю. Перематывать я ее не буду. Будет он так работать. Каждая фаза по отдельности. Буду выпрямлять ее, а потом аж соединять опять. Уже постоянкой соединю вот, в кучу. Вот. И так вот буду пользоваться. Потому что еще вкладывать деньги в этот генератор, перематывать его или новый мотор, может, думал, кстати, вариант намного лучше. Просто найти такой же самый мотор, старый, но рабочий, без этого межфазного, и перекинуть туда ротор с магнитами. Так будет, наверное, даже дешевле, чем его перематывать. Потому что не хочу я уже вообще в ничего не укладывать этот ветряк. Потому что, я же говорю, выхлопа с него не так много. Вообще немного. А толку. А вкладывания от этого, вот, они уже меня подзамучили, как бы вот эти вот вклады, вливание от этих сил, времени. Ну, короче, я же говорю, геморрой еще тот. Вот. Ну, что я вам скажу, пишите там в комментариях, что вы об этом думаете, как его лучше сделать, чтобы уже отцепиться и с минимальными, так сказать, трудозатратами времени, ресурсов, вот, денег. Но я думаю, все-таки склоняюсь к этому варианту, чтобы уменьшить еще крылья немного уменьшить, укоротить их, так сказать, крылышки. Жалко, конечно, но что поделаешь. Чуть-чуть еще укоротить, сделать их высокоскоростными, так сказать, более узкими, тонкими, вот, чтобы они вообще набирали максимально возможное количество оборотов, который вообще может выдать этот диаметр или ветряк. Вот, тогда выкину вот этот вот геморройный узел между генератором, этот мультипликатор.
Вот, будет он мне напрямую. Тут просто будет как бы карданчик такой соединять. У меня он даже уже есть. Я пробовал напрямую, но маловато. Маловато оборотов для этого генератора. Маловато. Вот, при таком вот раскладе маловато. Надо увеличивать обороты, чтобы выкинуть этот редуктор. Вот. Установил я уже лебедку свою. Вот она. Видите? Кранбалочка моя. Я ее, кстати, эту кранбалку вот сюда не снимаю. Она у меня тут и крепится. Вот так вот, видите. Болт здесь, болт здесь. Когда мне ее надо просто убрать, чтобы она не мешала вращаться ветряку, ну, за ветром, я ее просто вот эти болты откручиваю, переворачиваю вниз. И она у меня вот этой буквой Г туда торчит, вот так вот вдоль этого идет и вдоль башни там поперечина вот эта верхняя. То есть просто перевернул, прикрутил вот на эти самые. Вот здесь вот у меня и здесь вот еще есть отверстие. О, здесь вот. И все. И так она у меня тут. То есть я ее с башни не снимаю. Вот, сделана она из 60-го, по-моему, уголка. 60-го, да, 60-го. А саму лебедку, такая вот самодельная лебедочка у меня со стопором. Все, крючок заводской, настоящий, ручечка. Вот, видите, стопор работает. Все как положено. Такая вот лебедочка. Я ею все опускаю, поднимаю на ветряк. Вот. Генератор, даже самые тяжелые такие вещи. Тросик тут стальной, видите? Хороший такой. По-моему, 3,5 миллиметра. Насколько я помню. Вот. Установил я это. Теперь жду Толика, чтобы это все крылья снять, опустить, переделать крылья. Снимем сразу и редуктор. Вот, думаю, не знаю, какой еще диаметр будет у меня, но укорочу, наверное, где-то на полметра я крылья. Укорочу, чтобы он вышел где-то 4-метровый. 4, может быть 4,5. Ну, сейчас у меня 5,5. 5,60 даже, по-моему, если точно. На метр примерно, да. Укорочу его. Может быть даже и больше на метр. Но это надо будет посмотреть там по таблице, какие обороты может выдавать там этот 4-метровый ветряк. И хватит ли мне этих оборотов после укорачивания. Да. А зачем мне Толик, кстати? Ну, я в принципе и сам могу это все опускать. Но не предусмотрел я такой момент, что башня-то у меня идет с расширением вниз. И примерно там последних 5 метров снизу начинается уже мой груз. Ну, чтобы я там не поднимал там крыло, генератор или еще что-то. Оно просто начинается цепляться за башню. Цепляться там потом опять. Короче, плохо самому. Ну и отцеплять снизу тоже кому-то надо. Вот, то Толик у меня просто там вот стоит. Там он где-то примерно. И веревочкой тоненькой вот этот груз. Ну или крыло там, или чтобы я не поднимал. У нее потихоньку чуть-чуть оттягивает от башни, чтобы она нормально опускалась. Ну там и снизу тоже крючок отпустит. Вот, чтобы я не лазил туда-сюда с каждым крылом. Там работа в принципе не тяжелая, но вдвоем ее намного легче делать. И лазить не приходится туда-сюда самому вообще. Вот. Ну вот такие вот делишки у меня. Диск, видите, как оно тут сделано, приварено все. Раскосики, тормозная система. Ну, кстати, на переделанном ветряке я уже крылья буду без вот этих вот поворотных концовок делать. Вот у меня там, не знаю, сейчас не видно. Сейчас они стоят в плоскости, края. Вот. Но вот эти вот сами края, там сантиметров по 40, по-моему, они проворачиваются вот благодаря вот этой системе простенькой такой. Пружины там. Вот так вот. Как ее достать? Вот, видите. Я думаю, видно.
Вот, благодаря вот такой вот системе они проворачиваются с оборотами, там только пружина регулируется, натяг пружины, центробежная сила. Я показывал систему, это очень простая, никаких токарных, кстати, не надо работ. У нее там просто системка труба в трубе, край труба в трубе, и он проворачивается, такой прорезь такая косая. Вот, тросик держит ее, пружина вот здесь вот центральная, все сходится в эту пружину, идут тросики через трубу, внутри трубы, аж к самому краю крыла, к поворотному вот эту закрылку, или как ее правильно сказать, краечку. Вот, то в этой последней версии я уже это делать не буду, поворотные на новых крыльях, потому что они будут небольшие. Я думаю, что мощность, максимальную мощность, которую сможет развить этот ветряк, она никогда не будет мощности вот этого, больше мощности этого генератора. То есть при любом ветре этот генератор справится с ветроколесом. При любом ветре справится. Потому что он будет у меня уже где-то 4, а то и меньше, даже, наверное, метров. Вот. Но зато он будет простой, надежный. Ну, главное теперь моя цель уже даже не количество энергии, потому что я вот раньше гнался за количеством. Вот, и сделал вот такую вот огромезную штукенцию, которую я до толку так и на сегодняшний день не довел. Вот. Да. И теперь моя цель сделать просто надежный, это самая первая моя цель. Надежный, долговечный ветряк, и чтобы не лазить вот это вот сюда, вот самое главное, чтобы он мне не доставлял никаких проблем и беспокойств. Вот, чтобы я там не думал, слетел там этот цепок, сильный ветер, не пошел там в разнос винт, там ничего тут не случилось с этим редуктором. Ну, это самая такая геморройная, беспокойная часть, вот этот редуктор. Тут, в принципе, если все жестко соединено, полуось с генератором, то тут уже ничего, в принципе, и случиться не может. Вот, чтобы оно меня не беспокоило. Вот это сейчас моя самая первая задача. Сделать ветряк, пускай он будет маленький. Вот, да, ну, какой уже получится диаметр там. Вот. Но он, чтобы был надежный, что-то выдавал там, работал, крутился без проблем. Чтобы я сюда не лазил, не переживал за него. И пускай себе крутится, как крутится, что-то там будет выдавать. Ну, конечно, будет что-то выдавать по-любому. Пускай даже с меньшим диаметром, но будет. Вот. И плюс за счет того, что тут все узлы практически рассчитаны на 8-метровый ветряк. Такой, как он у меня был. Вот, видите, тут такие ступицы, все довольно мощное. Вот, то я думаю, в таком режиме с 4-метровым он будет работать 100 лет тут. И я тут не буду лазить, но надеюсь, во всяком случае. Ну, может быть, там вылезу, помажу когда-нибудь, что-нибудь посмотрю. А так-то, вот так вот, такая вот у меня есть идея, задумка. Вот, такое вот сделать. Вот, ну что надо его довести за лето до толку, до зимы. Чтобы он у меня тоже какую-то энергию давал. А то вложено как бы много ресурсов. Даже я вам скажу, не так денег жалко, как времени, физического сил, здоровья. Вот это вот вкладывание, вот эту железяку малоэффективную. Пускай хоть как-нибудь работает. Пишите в комментариях, короче, что вы об этом думаете, как его лучше тут довести до толку, что вы сделали, может быть. Вот, попроще. Но я же говорю, что вкладываться я в него уже не хочу. Вот, вкладываться лучше в солнечную энергетику. Если вам мало энергии, то просто добавьте панелей. Кто-то там скажет, так зимою нет солнца. Ну так просто добавить панели и все, и будет. Я думаю, что мои 8 киловатт, мне вот не хватало 4 киловатта. Вон мой, кстати, массивчик. Сейчас попробую увеличить сверху. Мне не хватало 4 киловатта на крыше. Я добавил еще 4. Вот. Пожалуйста. 8 киловатт панелей. 8 киловатт панелей. Я думаю, в любую погоду, даже зимой, выработают больше, чем этот ветряк.
за месяц, например, если брать. Ну, вот такие вот у меня мысли. Короче, пишите в комментариях, советуйте, что лучше тут сделать, попроще, как бы понадежней. Может, кто-то какие-то идеи, у кого-то интересные есть. Как говорится, одна голова хорошо, а три лучше. Ладненько, всем пока, до следующих видео.